Добрый день, дорогие друзья! Сейчас вы увидите фотографии моей новой французской кофточки на размер 44-46, которую я совсем недавно связала. И будет фотография модели из интернета, которая представлена в таком светло-светло, таком персиковом цвете. Там именно узор клубника. И представлены будут вам фотографии, значит, такой небольшой анонс или обзор фотографий, как вот эта кофточка выглядит уже на модели, то есть на человеке, для которого я это вязала, на девушке, и как эта кофточка выглядит спереди и сзади. И вы увидите фотографии, кофточка эта в разных ракурсах. И затем мы с вами начнем вязать непосредственно эту кофточку. И это будет подробный мастер-класс. И те, кто со мной свяжут, я думаю, все получится замечательно. И приглашаю посмотреть мой мастер-класс и по возможности связать вместе со мной такую замечательную кофточку. Приятного просмотра и давайте начнем вязать. И сегодня я хочу предложить вам новый мастер-класс и предлагаю связать вместе со мной еще одну французскую кофточку по мотивам кардигана Марио от Сезанн. Это будет кофточка из вот такой вот пряжи, называется Mohair Gold. Тут производитель Camtex написано, вот такая пряжа. Вот Neve Style Camtex. И значит, состав пряжи: мохер 60%, хлопок 20%, акрил 20%. В одном моточке 50 грамм и длина 250 метров. То есть, если перевести на 100 грамм, так это получается в 100 граммах 500 метров. Пряжа очень пушистая, мне нравится, симпатичная. И вот я не зря сравнила ее по метражу, что в 100 граммах 500 метров, потому что у меня вот сохранился до сих пор еще образец от моей французской кофточки. Здесь тоже в 100 граммах 500 метров. Вот эту кофточку я вязала тройкой, так? Вот эту я начала вязать на спицах 3,5 миллиметра. Почему? Потому что здесь очень пушистая пряжа. Вот если посмотреть на образец, даже сравнить, ну, конечно, на камеру пух не передается, не видно. Как тут показать? Ну нет, как-то и не видно. В общем, она очень пушистая. Я подумала, что на такую пушистую пряжу тройка будет, ну, как бы не совсем хорошо. Вот. А вот здесь, вот я вязала, здесь 15% мохера, вот в этой пряже. И в этой пряже все хорошо, на тройку очень хорошо подошло. И почему я показываю вот этот образец от моей французской кофточки? Потому что вот в этом образце, вот в этом, я не вязала полую резинку. Ну, значит, полую резинку для планочки, для передних полочек. Значит, я планирую точно такую же полую резиночку вязать, и будет петля вертикальная. В общем, они будут похожи. Но вот эту я вязала регланом сверху. Так, вот эту я предлагаю вязать вместе со мной, если есть желающие. Вот это, значит, будет шивное изделие. Это будет изделие с проймой, и оно, конечно, будет снизу, вязаться снизу. Вы на образце видите резиночка 2 на 2, но это только для образца я связала. На самом деле я вот уже начала резинка 1 на 1, и я попозже об этом скажу. И вот я хочу поднести поближе вот в камере. Я надеюсь, видно вам. Я сейчас вот спицы покажу. Вот это вот клубника. Вот она как бы стоит на ножке, вот внизу. Идет потом расширение, вот клубника. И вот это вот веточки. Вот одна веточка и вот вторая. В общем, вот в центре мы видим узор клубника с веточками. По краям вот это. Это регланная линия, состоящая из двух двойных дорожек. То есть в моем вязании я буду использовать вот такие дорожки. Вот такие вот они. Ну, я связала просто как регланную линию, потому что думала, может быть, буду вязать реглан снизу.
но мы захотели, чтобы у нас был, значит, шивное будет изделие с проймой, то есть это регланная линия там нам не подойдет, но вот эти вот двойные дорожки, они будут использоваться между вот этими узорами. Ну и так, как я уже сказала, что мне понравилось, вот как получилась первая кофточка. Ну, там был узор из ромбов, а здесь узор, так, ну опять не видно, но тем не менее, вот так, конечно, хорошо видно. Вот здесь узор называется клубника, тоже с веточками. Итак, значит, пряжу можно пока в сторону положить. Значит, какие у меня расчеты? Расчеты у меня такие, значит, в 1 сантиметре 1,61 петли, это в ширину, а по вертикали 2,8 ряда. Вот такие у меня цифры. И по нашим параметрам немножко мы сделали на свободу облегания. Это будет как короткий кардиган, то есть это будет такая кофточка, как короткий кардиган. По длине мы пока длину, сейчас я не назову вам какую длину, но приблизительно чуть ниже талии, не доходя вот до широкой части бедер. В общем, кофточка будет короткая. У меня в настоящее время вот таких 3 моточка 150-граммовых. И хочу сказать, что из такой же пряжи, только, так, вверх ногами держу, из такой же пряжи, только цвет такой светло-светло-сиреневый, я назвала сиреневая нежность. Я вязала регланом сверху джемпер для дочери с удлиненной спинкой, то есть передняя полочка короче, а удлиняется там только спинка. Так вот, я из такой же пряжи вязала, и на размер 44-46 у меня ушло 150 грамм вот такой пряжи. Эту пряжу мы покупали у нас в нашем магазине давно, признаюсь. Эта пряжа лежала, как-то ждала своего часа. Ну вот я решила связать на размер 44-46 с небольшой свободой облегания совсем. Я вот буду вязать сейчас вот кофточку. Итак, значит, если у вас такие размеры, если вы хотите связать что-то похожее, или у вас есть пряжа такого же метража, повторю, в 100 граммах 500 метров. И в составе желательно, чтобы был мохер. Вот у меня вот здесь 60% мохера. Вот в этой кофточке, вот в этой, еще раз повторю, так, он наизнанку у меня, ну, сейчас покажу вот так. Значит, вот в этой у меня здесь 15% мохера. Ну, вот даже сейчас, наверное, видно, что эта пряжа, конечно, более пушистая. Чуть-чуть видно. Вот. Итак, я провязала 12 рядов резинки, это 5 сантиметров. И сейчас мне нужно начать уже вязать наше изделие. И вот в этом изделии я буду использовать узор веточки, оговорилась, узор клубника с веточками. Далее, значит, узор клубника просто без веточек. И эти узоры будут отделять двойные дорожки и одинарные дорожки. И эти узоры, эти схемы я брала в интернете, и потом вы увидите их на экране. Значит, на экране будет узор клубника с веточками, узор клубника, двойная дорожка и одинарная дорожка. Вот такие вот будут узоры. То есть это как бы, ну, узор не назовешь одним словом, мотив вот этого вот вязания на спинке будет состоять из нескольких узоров, которые друг от друга будут отделяться. Итак, у меня на спицах набрано 74 плюс 2 петли. И я буду сейчас маркерами, я приготовила маркеры, и вместе с вами будем отделять наше полотно и начинать провязывать. Итак, я сделала необходимые расчеты, и вот на 74 петли, ну плюс 2 кромочные, я приготовила вот такой вот расчет. Кромочная, 1 изнаночная, 7 лицевых, 2 петли вместе, так, маркер, да, маркер, 2 петли вместе влево, это наша будет одинарная дорожка, маркер,
узор клубника начинается на 11 петель. Итак, 2 лицевых, 2 вместе вправо, разворачиваем, если нужно, лицевая накид, лицевая накид, лицевая, 2 вместе влево, развернем, если нужно, 2 лицевых, конец раппорта, узор двойная дорожка из 5 петель, 2 вместе вправо, я разворачиваю, лицевая, 2 вместе влево, маркер. Теперь узор клубника с веточками, 7 лицевых, две вместе вправо, я разворачиваю петли, лицевая накид, лицевая накид, лицевая, 2 вместе влево, 7 лицевых, повесим маркер. Двойная дорожка из 5 петель, 2 вместе вправо, лицевая, 2 вместе влево, маркер, клубника на 11 петель, 2 лицевых, 2 вместе вправо, лицевая, накид, лицевая накид, лицевая, 2 вместе влево, 2 лицевых, повесим маркер. Узор из одинарной дорожки, 2 вместе влево, маркер, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И одна, так, маркер повесим, и 1 изнаночная. Он у нас здесь 2 петли, поэтому я провяжу 2 вместе. Получается 1 изнаночная и кромочная. Провязываем изнаночный ряд самостоятельно. И я предупреждаю, что буду провязывать с вами одинарные двойные дорожки до тех пор, пока не провяжется раппорт узора на одинарные двойные дорожки. А клубнику с веточками, которые находятся вот здесь в центре, буду провязывать все ряды, кроме изнаночных. Итак, до следующего включения. В изнаночном ряду, где у нас провязана вот наша одинарная дорожка, вот она, изнаночная петля. Вот изнаночная петля. Нам здесь нужно сделать накид. Можете сделать накид до петли, это будет тогда у вас с изнаночной стороны получится накид, у вас будет справа, можно сделать слева. Я буду делать вот так. Сначала провязываю петлю, потом делаю накид, и потом провязываю дальше изнаночные петли. И я почему показываю изнаночный ряд, здесь мы провязываем по рисунку до тех пор, пока мы не подойдем сейчас там, где у нас мы провязывали двойную дорожку, мы провязывали по 2 вместе. Вот в этом месте у нас находится сейчас 3 петли, провязываем таким образом. Изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная.
Ну а дальше все по рисунку. И когда у нас вот здесь вот будут 3 петли следующих, здесь тоже изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Где одинарная, вот она, 1 петля, мы здесь тоже делаем накид. Я думаю, понятно, несложно. И встретимся в лицевом ряду. Итак, 3-й ряд. У вас на экране будет схема. На схеме это цифра 4. Но у нас сейчас лицевой 3-й ряд. Итак, начинаем вязать 1 изнаночная, по-прежнему 7 лицевых. Эти 7 лицевых нам пригодятся потом при формировании проймы. То есть какое-то количество петель мы будем закрывать, когда будем вязать пройму. Так, вот мы сделали накид, это наша одинарная дорожка, накид, лицевая, провязываем, подтягиваем. Далее начинаются петли узора клубники на 11 петель. Итак, 1 лицевая, 2 вместе вправо, разворачиваем петли, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, накид, лицевая, 2 вместе влево, лицевая, маркер. Дорожка на 5 петель, двойная дорожка, провязываем лицевые. Начинается узор клубника на 21 петлю. И уже с 5-го ряда я буду подходить конкретно вот сюда, где у нас узор на 21 петлю. А вот это я буду провязывать за кадром. То есть я думаю, тут вам понятно. И кроме того, схемы будут на экране. Одинарная дорожка, двойная дорожка. То есть здесь петли мы сейчас провязываем лицевыми, изнаночными лицевыми, а потом у нас опять 2 вместе вправо, лицевая, 2 вместе влево. То есть тут, я думаю, несложно. И можно посмотреть на схему. Значит, мы провязываем дальше. У нас сейчас узор клубника на 21 петлю. Итак, 6 лицевых. Две вместе вправо, разворачиваем петли, лицевая, накид, лицевая, накид. Две вместе вправо, 2 вместе влево, 2 петли вместе влево, накид, лицевая, 2 вместе влево, 6 лицевых, маркер. Дальше все узоры повторяются. В изнаночном ряду двойные одинарные дорожки провязываем тоже по рисунку. Итак, 5-й ряд у нас. В 5-м ряду вот у нас одинарная дорожка, вот она из 2 петель. Провязываем 2 вместе влево. То есть вот этот узор на одинарную и двойную дорожку вы по схеме видели, он состоит из 4 рядов. Вот, значит, в одном ряду мы провязываем 2 вместе, в изнаночном добавляем накид, а потом дважды провязываем просто лицевую. И вот сейчас провязываем 2 вместе. Дальше вот наша дорожка, двойная дорожка, вот на 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5, на 5 петель. Здесь тоже провяжем 2 вправо, лицевая, 2 влево. И больше я уже не буду показывать дорожку эту. И буду сосредоточусь только вот на клубнике, на 21 петлю. Итак, провязываем то, что я вот назвала.
И потом будем провязывать уже с объяснением, конкретно где у нас на 21 дорожку. Итак, здесь 2 вместе. Подтянем. Так, значит, здесь 2 вместе. 5-й ряд. 2 вместе вправо. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. 3 петли вместе с центральной, снимаем петли, разворачиваем и вот так разворачиваем и снимаем, провязываем и протягиваем через 2 снятые петли. Получается центральная, подтягиваем, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе влево. Это вот узор на 11 петель. Вот наши 5 петель. 2 вместе вправо. Лицевая. 2 вместе влево. Вот в этом узоре в изнаночном ряду добавляем вот здесь накиды между петлями. И смотрим на схему. Итак, наша вот схема на 21 петлю. 6-й ряд, 5-й, значит, так, 1-й, 3-й, 5-й ряд, а на схеме цифра 6, ну это 5-й ряд. Итак, накид, лицевая, 2 вместе вправо, 2 лицевых, 2 вместе вправо, разворачиваем петли, лицевая, накид, лицевая, накид. 3 петли вместе с центральной, снимаем и потом вот так вот разворачиваем их. Лицевая и делаем протяжку. Подтягиваем. Лицевая, накид. После провязывания 3 петель вместе с центральной, накид. Лицевая, накид, лицевая, 2 вместе влево, 2 лицевых, 2 вместе влево, лицевая, накид, конец раппорта. И вот следующие 5 петель уже провязываем самостоятельно. 2 вправо, лицевая, 2 влево и так далее. В изнаночном ряду, вот здесь, где у нас 3 петли и где у нас вот 1 петля, мы сделали, вот здесь мы сделали одинарную дорожку. Здесь мы делаем накиды. Остальные петли провязываем по рисунку. И до следующего включения. Итак, 7-й лицевой ряд. Узор на 21 петлю, клубника с веточками. Итак, который у нас в центре. Лицевая, накид, лицевая, 2 вместе вправо. 2 лицевых, накид, 2 вместе влево, накид, 2 вместе влево, накид, 3 петли вместе вправо, разворачиваю петли, провязываю 2 и делаю протяжку. После протяжки накид, еще 2 вместе вправо, разворачиваю петли, 2 вправо, накид придерживаем,
2 вправо. Вот махер прямо сыпется. Дальше накид, 2 лицевых, 2 вместе влево, лицевая, накид, лицевая, конец раппорта. Дальше провязываем самостоятельно. Вот здесь по рисунку, здесь у нас на 11 петель клубника. И так до следующего включения. Итак, у нас 8 ряд. И мы вяжем, я вот провязала изнаночные ряды, провязала вот одинарная дорожка, 2 изнаночных. И теперь у нас в изнаночном ряду будем вязать узор. Это первый узор, первый ряд узора для узора клубника. Итак, в изнаночном ряду у нас изменения. Вяжем 2 изнаночных, накид, 2 вместе вправо, провязываю просто 2 вместе, ничего не меняю, накид, 3 петли изнаночные, 3 вместе с центральной, снимаю 1 петлю, вторую, и вот с этой стороны захожу, петли как бы перекручиваю. И теперь провязываю 3 вместе. Получается 3 вместе с центральной. Здесь нужно подтягивать хорошо. Дальше опять накид. 2 петли вместе влево. Провязываю за заднюю стенку. Получается изнаночные скрещенные. Как изнаночные скрещены. То есть вот за заднюю стенку. Накид и 2 изнаночных. Дальше мы провязываем 5 петель изнаночных двойной дорожки. Ой, здесь почему-то 6. А, нет, 5. Да, 5, заговорилась. И теперь у нас на 21 петлю у нас наш узор клубника. Итак, провязываем 7 изнаночных. Накид, придерживаем пальцем. Нам нужно провязать 3 петли вместе изнаночной с 1 центральной. Снимаем петли на правую спицу. Вот отсюда их подхватываем, как бы перекручиваем. И снимаем на левую спицу. Теперь 3 петли подхватываем, провязываем вместе. Не забываем вот об этом накиде. Вот у нас накид. Так, далее провязали накид, изнаночная. Еще 3 петли вместе с центральной. Так, снимаем 1 петлю, вторую петлю. И вот отсюда заходим, вот с этой стороны. Их как бы перекручиваем. Ну, не сразу получается, но терпение. Так, 1, вот еще 1. Вот. Я их как бы... Нет, не получилось. Вот. Я их перекрутила. Значит, у нас накид. И провязываем 3 вместе. 3 вместе с центральной. Еще накид. И провязываем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Маркер, конец раппорта. И вот дальше у нас 5 изнаночных. И дальше у нас опять идет узор клубника. Провяжу узор клубника, потому что в изнаночном, ну, может быть... И вот этот узор в изнаночном ряду на 11 петель я провяжу вместе с вами еще раз. Итак, 2 изнаночных,
накид, 2 вместе вправо изнаночной, накид, 3 петли вместе с центральной, 1 петлю снимаем, 2 петлю снимаем, сюда вот заходим, подхватываем 2 петли и вот так их возвращаем на левую спицу. Не забываем, вот у нас накид, и провязываем 3 вместе, подтягиваем, 3 вместе с центральной, накид, 2 вместе влево, за задние стенки подтянуть и вот так вот за задние стенки подхватить и провязать. 2 вместе влево, накид, 2 изнаночных, и провязываем дальше самостоятельно изнаночную, накид потерялся, и дальше до конца ряда. Итак, 9-й ряд у нас лицевой ряд. Значит, вот в одинарной дорожке провязываем 2 вместе. Дальше узор клубника без веточки я с вами тоже провяжу, он несколько отличается от узора клубника с веточками. Итак, 3 лицевых, накид, 2 вместе вправо, развернем петлю вот эту, 2 вместе вправо, одна лицевая, 2 вместе влево, развернем вот так петли, 2 вместе влево, накид, 3 лицевых, 1, 2, 3, маркер, дорожка из 5 петель, разворачиваем петли, 2 вместе вправо, лицевая, 2 вместе влево, и узор из 21 петли, клубника наша с веточками. Итак, вяжем 2 лицевых, накид, лицевая, 2 вместе вправо, разворачиваем, провязываем, 3 лицевых, накид, 2 вместе вправо, лицевая, 2 вместе влево, накид, 3 лицевых, 2 вместе влево, лицевая, накид, 2 лицевых, маркер, дальше наша дорожка из 5 петель и узор клубника из 11. Провязывать аналогично вот этому первому нашему узору. Итак, провязываем самостоятельно до следующего включения. Итак, у нас 10-й изнаночный ряд, в котором тоже изменения. Вот я провязала наше начало ряда, и вот, значит, у нас одинарная дорожка, в которой в лицевом ряду мы взяли 2 вместе. Вяжем изнаночная, накид, маркер. Дальше вот у нас 11 петель нашего узора клубника на 11 петель. Итак, вяжем 4 изнаночных, накид, 3 петли вместе с центральной, снимаем одну, снимаем вторую
И вот отсюда заходим, разворачиваем. Ох, минуту. Не так, сейчас. Так. Итак, снимаем одну петлю, вторую петлю, вот отсюда заходим, разворачиваем и провязываем 3 вместе. Накид. 4 изнаночных. Маркер. Дорожка из 3 петель, значит, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. И изнаночный ряд 10 в узоре клубника с веточками на 21 петлю. Итак, 9 изнаночных. Накид. 3 петли вместе с центральной. Снимаем петли. Эти вот 2 возвращаем. Придерживаем накид. Провязываем 3 вместе. Накид. 9 изнаночных. Маркер и провязываем так дальше. Здесь с накидами, дальше 11 петель, просто узор клубника и дальше. И встречаемся в лицевом ряду. Итак, у нас 11 лицевой ряд. Вот здесь я провязала все по рисунку. И узор клубника на 11 петель, фактически узор уже закончен. И мы провязываем все лицевые петли. Просто все лицевые петли, все 11. Провязываем и подходим к узору на 21 петлю клубника с веточками. Вот я провязываю двойную дорожку, маркер. И вот у нас наш узор основной, клубника с веточками на 21 петлю. Итак, вяжем 11 ряд лицевой. Итак, 3 лицевых, накид, лицевая, две вместе вправо, девять лицевых, 2 вместе влево, лицевая, накид, 3 лицевых, маркер. И дальше у нас двойная дорожка на 5 петель. И дальше все по рисунку. И до следующего включения. Итак, вот я провязала вместе с вами вот это узор клубника на 11 петель. Дальше дорожка, двойная дорожка на 5 петель. Так, ну спицы как позволяют нам. Вот это веточки клубника, и вот здесь вот веточки на 21 петлю. И вот такой вот дальше здесь на 11 петель. Вот эти лицевые, как я уже сказала, я сделала их так умышленно, потому как я буду делать пройму. Еще не знаю, насколько велика это будет пройма, но это будет изделие с шивным рукавом с проймой. Может быть, будет имитация вшивного, еще пока буду думать. Итак, вы заметили, что схема клубники с веточками немного отличается от схемы просто клубника, поэтому при вязании будьте внимательны. В общем, мы закончили провязывать вот эту схему, но если вы посмотрите на схему, там есть еще на
который в 14 рядов клубника с веточками. Там есть еще один ряд. Это у нас лицевой ряд. То есть прежде чем приступить к следующим узорам, я провяжу за кадром еще один изнаночный ряд, и тогда уже начну дальше вязать новый узор. И так до следующего включения. Итак, я предлагаю посмотреть, что у нас получилось. Вот, значит, 7 петель лицевых. Вот это вот одинарные, так, видно, не видно, с накидами, одинарные дорожки. Дальше у нас клубника, узор клубника на 11 петель. Дальше вот на 5 петель двойная дорожка. И дальше, ну, здесь изгибается леска, ну что делать? Дальше вот одна веточка, значит, вот вторая веточка. Так, как тут показать? Ну, может быть, вот так лучше положить. Сейчас, минуту. Ну вот, не знаю, насколько видно. В общем, узор, конечно, небольшой. Вот это, ну, сама вот эта схема. Вот, значит, я просто растягиваю, потому что леска. Вот одна дорожка, вот непосредственно, значит, это клубника. И вот вторая дорожка. Вот. И вот так вот у нас получается. И теперь нам нужно с вами вязать по прямой. Вот эти узоры повторяем и вяжем до проймы. И потом встречаемся. Итак, до следующего включения.